Трамп угрожает Зеленскому и передает новое послание Путину. В Литве завершилась масштабная спецоперация. Из болота вытянули бронемашину. Где тела американских военных? И исторический момент для Центральной Азии. Президенты 3 стран подписали договор о границах. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости к этому часу. Налет БПЛА на Киев. Путин отправил рой беспилотников на украинскую столицу. Как отвечает Украина? Чего требует Зеленский? Дата прекращения огня на линии фронта утверждена и подтверждена. Москве дали понять, когда придется сложить оружие. Детали. Взрыв в Узбекистане, гнев Трампа, запрет для госслужащих Латвии и резонансный комментарий бывшего главкома ВСУ. Готов ли Залужный заменить Зеленского и стать новым президентом Украины? Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Двойной удар баллистикой из Курской области, а также более 130 дронов в небе. Россия совершила масштабную атаку по украинским городам. Ударные БПЛА заходили в воздушное пространство Украины с 5 направлений. Основные цели – Харьков и Киев. На украинскую столицу летело около полусотни беспилотников. В воздушных силах уточняют, что всего в украинском небе сбить удалось 57 дронов. 45 оказались дронами-подделками и были локационно потеряны. Остальную часть, вероятно, уничтожить не удалось. Они атакуют вот такое большое количество дронов. Куда они атакуют? Они атакуют большие города. То есть это даже можно сравнить с ковровыми бомбардировками. Ну, не сравнить, а назвать. Ковровыми бомбардировками, что по сегодняшнему международному праву есть военным преступлением, потому что любая атака на гражданские объекты, любой армии, во время любой войны, считается нарушением правил и традиций войны и считается военным преступлением. Там даже прописывается определенная ответственность за такие действия. ВС ВСУ уточняют, что повреждения зафиксированы также в Сумской, Донецкой, Житомирской и Киевской областях. Зеленский уверен, Путин наплевал на предложение Трампа о мире. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артиллерийские обстрелы, баллистика. 50 оттенков Трампа. Американский президент меньше чем за сутки проехался по Путину, а после и по Зеленскому. Республиканец был взбешен и в ярости из-за действий Кремля. Трампу не понравились последние заявления Путина о нелегитимности Зеленского, а уже спустя несколько часов после этого он уже понизил градус накала, заявил, что все же надеется на то, что Москва подпишет сделку с Зеленским. Если нет, будут санкции. А вот у Зеленского будут проблемы, если он тоже решит нарушить планы Трампа. Кстати, я вижу, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным элементам. И если он это сделает, у него будут проблемы. Большие, серьезные проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным, а теперь он говорит, ну, знаете, я хочу пересмотреть соглашение. Он хочет вступить в НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересматривать сделку, у него большие проблемы. В Киеве заявили, что Трамп злится на Путина, потому что Кремль рушит планы Белого дома по быстрому завершению войны. А в Москве тем временем заявляют, что начали переговоры с американцами и готовы пустить их на свою землю для реализации совместных проектов по добыче редкоземельных металлов. Доверять Путину нельзя, а боевые действия в Украине должны прекратиться 20 апреля, на Пасху. Президент Финляндии подтвердил информацию многих западных медиа, которые писали об этой дате как о приоритетной для администрации Трампа. Американский президент хотел бы, чтобы конец апреля стал для него победным, ведь именно тогда он будет подводить итоги первых 100 дней на посту президента США. Ступ, который побывал в гостях у Трампа, намекает, что Путину пора поторопиться с принятием решений. Необходимо сложить оружие.
Отправной точкой для Финляндии, и я передал это сообщение президенту, является то, что перемирие должно быть достигнуто своевременно, а чтобы достичь его вовремя, необходим крайний срок. И, по нашему мнению, 20 апреля – это подходящее время для полного прекращения огня без каких-либо условий. Почему именно 20-го? Потому что нужен дедлайн, это критически важно, и потому, что к тому моменту президент Дональд Трамп будет находиться у власти уже 3 месяца. В качестве стимула к перемирию нужно выстроить жесткий механизм санкций, который будет активирован в случае, если США или Россия не примут соглашение о прекращении огня, или если Россия нарушит его. В мае Трамп собирается покинуть США. У него состоится первый международный визит в качестве президента. Курс на Саудовскую Аравию, которая уже неоднократно принимала делегации США, Украины и России для переговоров о завершении войны. Аналитики считают, что Трамп может отправиться на Ближний Восток только тогда, когда получит весомый результат в переговорных процессах, как по Украине, так и по войне в Газе. Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный отреагировал на очередные разговоры в Украине о выборах президента страны и его участии в них. Экс-главком, который сейчас работает послом Украины в Великобритании, в интервью изданию РБК Украина заявил, его позиция не изменилась. Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую. Фамилии Залужный и Порошенко в последнее время часто появляются в статьях западной прессы. Авторы материалов называют этих людей одними из главных оппонентов и соперников Зеленского на предстоящих выборах. А подготовка к выборам уже стартовала. Об этом накануне сообщило издание The Economist со ссылкой на свои источники в украинском правительстве. Мол, Зеленский уже поручил начать подготовку. В публикации говорится, что, вероятно, в Украине отменят военное положение этой весной, а спустя несколько месяцев проведут и выборы. В Литве вытянули из болота бронетранспортер, в котором могут находиться тела 4 американских военных. В Вильнюсе очень аккуратно комментируют события, которые развернулись в лесах страны, недалеко от белорусской границы. На момент записи выпуска ни литовская, ни американская сторона не отчитывались о том, найдены ли тела военных США, которые пропали на учениях НАТО вместе с бронемашиной. Эти учения организовались армией США. Именно командующий операцией несет ответственность за планирование и действия, выполнявшиеся во время учений. Вся информация будет передана следователям. Как именно произошел этот инцидент, это уже следующий этап расследования, так как у нас пока нет информации о военных. Тем не менее, прокуратура начала расследование для установления причин смерти, что, вероятно, указывает на гибель военных. Напомню, что инцидент произошел еще 25 марта. Бронированная машина утонула в болоте, которое, как уточняют СМИ со ссылкой на военных, не было отмечено на картах. Из-за сложности ландшафта и глубины, на которой оказалась военная техника, ее подъем затянулся практически на неделю. Латвия закрывает границы для части собственных граждан. Запреты связаны с ростом разведугроз со стороны Беларуси и России. И именно в эти страны будет запрещен выезд госслужащим Латвии. Закон уже одобрен в первом чтении. Итак, в Риге заявляют, что в соседние Беларусь и Россию будет запрещено выезжать тем, кто имеет доступ к гостайне, работникам Минобороны, МВД, Минюста, сотрудникам таможни, налоговой, спецслужб, а также дипломатам, прокурорам и судьям. Если нарушаешь запрет, теряешь работу. Теперь, чтобы ограничения заработали, законопроект должны утвердить во втором и третьем чтениях. Авторы законопроекта считают, что Россия и Беларусь усиливают разведывательные меры против Латвии, и что для этой цели власти этих государств могут использовать любого гражданина Латвии, пересекшего границу. Несмотря на четкие рекомендации МИД не ездить в Россию или Беларусь, число тех, кто посещает эти страны, растет. Москва выдала Астане казахстанца, который разыскивался за мошенничество в особо крупных размерах. Силовики Казахстана дают понять, работают с силовиками Путина, и если кто-то попытается залечь на дно в соседней России, будет найден и экстрадирован. В Генпрокуратуре Казахстана уверяют, что в данном случае есть за что. Подозреваемый 8 лет назад, как утверждается, создал фейковую фирму, отправил липовое предложение по поставке битума, получил 50 миллионов тенге. Это практически 100 000
тысяч долларов и исчез. После находился в международном розыске, а нашли предпринимателя в Орловской области РФ. Теперь на родине ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Исторический момент в Центральной Азии. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан подписали договор о точке стыка границ. Впервые за долгие годы Ташкент, Душанбе и Бишкек официально договорились, где сходятся их государственные кордоны. Президенты Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали договор и тем самым поставили точку в одном из самых чувствительных вопросов региона. А это означает завершение многолетнего процесса делимитации, а также новый уровень доверия между странами. Установленная стелла дружбы – новый символ единства и стратегического партнерства. Пресса стран Центральной Азии пишет о росте товарооборота между государствами, модернизации и расширении погранпереходов, развитии авиа- и автобусных маршрутов. В Узбекистане взлетела на воздух мечеть. Мощный взрыв прогремел в полдень. Спецслужбы ликвидируют последствия. В МЧС региона заявляют, что речь не идет о теракте. Официальная версия – взрыв газовоздушной смеси. Десятки людей кинулись разбирать завалы. На момент записи выпуска было известно о 6 пострадавших. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.